Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал Догмы. Мы находимся на севере Италии, озеро Гарда, и здесь располагается прекрасный замок, который нам очень интересен с религиозной точки зрения, потому что в нем однажды в XIII веке расположилась община средневековых еретиков-катаров, которые впоследствии были жесточайшим образом задушены католической инквизицией. В основном ересь катаров была распространена на юге Франции, в Провансе и Лангедоке. Многие общины проживали также в Германии и здесь, на севере Италии. Кем они были? Катар с древнегреческого переводится как «чистый». Представьте себе людей, которые называют себя христианами, но о церквях говорят, что это просто бесполезная груда камней, а богослужение для них считалось языческим обрядом. Они жили общинами и себя именовали как просто добрые люди или добрые христиане. Читали Евангелие, творили различные добрые поступки, лечили больных и проповедовали живую веру в Бога, как источника высшей любви. Внутри своей общины они делились на верующих и совершенных или избранных. Из этих избранных впоследствии избирались епископы. Чтобы стать избранным, человек должен был просто отказаться от пищи животного происхождения. Они были очень добродетельными, презирали брак, вели такой очень жесткий аскетичный образ жизни, который впоследствии из-за бесконечных постов приводил людей к анемии. Интересно, что для инквизиторов того времени, если они встречали человека с бледным лицом, это уже было неопровержимое доказательство того, что он принадлежит ереси. И впоследствии это человека приводило на костер. И вот действительно, сегодня кажется, что катары прекрасные люди, делают добрые дела, помогают нуждающимся, называют себя преемниками первых христианских апостолов, проповедуют Библию на улице, даже напоминают немного сегодняшних евангельских христиан. Однажды ко мне подошли два молодых человека и спросили, верю ли я в Иисуса и уверен ли я, что спасусь. И возникает вопрос, а чем же они прогневали официальную церковь? И тут мы переходим к самому интересному. Катары, так как опирались на Евангелие, но они читали их через воззрение гностицизма. Гностицизм – это была древняя христианская ересь, которая от официальной церкви отличалась тем, что гностики, они, открывая Библию, противопоставляли в ней богов. То есть гностик, открывая первую страницу книги Бытия, где написано, что Бог создал небо и землю, в течение 6 дней он творил, на 7-й день он отдыхал, потом посмотрел, как прекрасно его творение. По-еврейски это звучало как Элохим, просто Бог. Но дальше гностик, перелистывая несколько страниц, доходил до 2 главы книги Бытия, 4 стиха, и видит, что у Бога появляется какое-то новое имя Яхве. И по мнению гностиков, вот именно от этого Яхве идет дальнейшее повествование Библии. И они начали этого Яхве ассоциировать с дьяволом. Потому что мы видим, что Бог, Он ревнив, Он жесток, Он карает, Он наказывает за непослушание и просто сметает с лица земли целые народы. И теперь представьте себе общины древних христиан, которые, может быть, живут по соседству, и одни из них говорят другим, что на самом деле вы верите в дьявола, а не в Бога. И таким образом, получается, вот эта гностическая идея, она проходила и через катаров. И эти идеи на самом деле живы и по сей день. То есть катары, получается, они полностью отрицали римскую церковь и отрицали все ее таинства. Крещение детей, исповедь, таинство брака. Очень интересно, как катары подчерпнули идею гностиков о том, что рождение ребенка – это вообще самый ужасный грех, который может совершить человек. Представьте себе, человек берет чистую душу, божественную, и запирает ее рождением в материальную плоть. Потому что гностики считали, что все вокруг создано вот этим самым Яхве, то есть дьяволом. И таким образом получилось, что катары еще за несколько сот лет до Мартина Лютера стали такими предшественниками реформации. И против них были объявлены жесточайшие крестовые походы,
которые называются Альбегойские войны. И главной силой, которая боролась с ними от католической церкви, помимо рыцарей-крестоносцев, это был Доминиканский орден. Вот посмотрите на эмблему, герб ордена. Мы видим на нем пса, который держит факел в пасти. Этот пес, он символизирует защиту церкви от ересей, а факел указывает на некое такое божественное просвещение. И такое есть негласное такое название ордена доминиканцев, как «Псы Господни». А вот это известная картина, на которой святой Доминик сжигает еретические книги. И эти книги на самом деле принадлежали катарам, потому что именно в борьбе против катар родился Доминиканский орден. Таким образом, катары были уничтожены во Франции и бежали сюда, на север Италии. И здесь они пользовались покровительством герцога Вероны, сеньора Эцелино да Романо, который в действительности был лютым деспотом, но деспотом, который был в открытом конфликте против Папы Римского, потому что он принадлежал гибеллинам, то есть он поддерживал императора Священной Римской империи. Про этого Эцелино да Романо некоторые вещи советую вам просто почитать самим, потому что то, что он делал с людьми, это было настолько жестоко и зверски, что это лучше не произносить на ютубе. Но, как пример, однажды в Вероне, которая находится буквально 25 километров отсюда, он сжег 11 тысяч падуанских пленников. И вокруг вот этого ужасного костра он просто устроил рыцарский турнир. В итоге Эцелино попал в плен в результате одной из битв, и там он не покорился в плену Папе Римскому, он отказался от еды. Врачи, когда пытались вылечить его раны, он срывал с себя все повязки и так и испустил дух. Так, в этом городке жили себе катары спокойно до 1275 года, пока церковная инквизиция не добралась и до них. Епископы Вероны и Трента, в прошлом, кстати, инквизиторы, приказали арестовать всех катар города, и они очень долго в тюрьме ждали своего приговора. В итоге более 200 человек, скорее всего, именно из избранных, которые были вершиной иерархии катаров, были сожжены на Веронской арене. Важно подчеркнуть, что они предпочли костер отречению от веры. Мы находимся в городе Верона, который считается самым романтичным городом Италии. Тысячи туристов идут посмотреть памятники Ромео и Джульетте, потому что этот город ассоциируется с Шекспиром, романтикой. Но мы здесь по другому поводу. 13 февраля 1278 года на этой арене было сожжено католической инквизицией около 200 катаров, которые просто по-другому верили в Иисуса. Иисус для них не был Сыном Божьим, Он не был вторым лицом в Троице, а был просто небесным божественным посланником, который пришел на землю показать людям истинный путь спасения.